Всем привет! Понадобилась тележка. Думаю, пригодится сейчас в ближайшее время для перевозки строительных материалов, возможно, из какой-то мебели, там, бытовой техники недовольно. Посмотрим, может, и для холодильника тоже пойдет. Вот из того, что у меня есть. Основным каркасом у меня будет труба профильная 25 на 25 на 2. У меня получается две штуки по 740 миллиметров. Так, соединяющие их по 330 миллиметров того же профиля. Потом, то есть и будет она телескопической, то есть будут выдвижные части. И в качестве него использую трубу 20 на 20 на 2. Две штуки по 750 миллиметров. Перемычки пока для нее еще нет. Вернее, она есть. Вот это будет круглая труба ВГП ДУ-20 длиной 600. Так, в качестве оси будет, на чем будет колеса крутиться, пруток гладкий сплошного сечения диаметром 20, тоже 600 миллиметров я взял. Так, ну это у меня получается для как раз соединения каркаса из 25 трубы до прутка 20 крепления. Это будут у меня ребра, то есть что-то вроде ребра приварю, усилю каркасу. Потом у меня на оси получается колеса как надо зафиксировать. По внутренней части приварю трубки из трубы, получается ДУ-20. Она, то есть, в трубку легко входит, ну и можно прихватить ее. С внешней стороны получается тот же самый профиль, тот же самый размер, но с отверстиями и длиной 30 мм, две штуки. Получается сквозные отверстия по 4,5 вроде. Сверло у меня там. Получается, я в этом прутке тоже просверлил насквозь. Ну, что-то будет там, либо проволока, либо электрод загибать буду. То есть, как бы вообще роль не играет, нагрузки там особо не будет на эти колеса. Так, давайте к колесам перейдем. Вот они блестят, отражаются. Получается, нашел я их во всех инструментах. То есть, откуда, получается, заказал, купил, они в наличии были. На сентябрь 2020 они стоят 450 рублей каждая. То есть у нее посадочная как раз 20 миллиметров внутренний, внешний 200. Так, получается, по толщине они 50 миллиметров. Получается, да? Так назвать. Грузоподъемность где-то что-то 180. Ну, много. Мне лишнего, конечно, не надо было. Ну, куда деваться. Они более-менее подходящие были. Две штуки. Так, а вот здесь отверстие на 25 профиле просверлены. Получается, я отступил 38 от края насквозь. Ну, у меня сверло 11 миллиметров. Они нужны будут мне, я думаю, для того, чтобы, ну, как груз же на что-то надо цеплять, будет как подставка, и она должна быть поворотной. Я думаю, на этих отверстиях у меня все будет крутиться. Так, ну надо к сборке, наверное, приступить. Больше вроде заготовленного ничего нет. То есть, как бы я здесь думаю, поточнее надо вот эти места приварить, чтобы диагональ поймать, чтобы ширина была на протяжении одна и та же. Иначе вот эта 20-я трубка, она в ней ходить не будет. Либо будет заклинивать наверху или внизу. Ну, тут будет важна точность. Приступаем. Так, и из всего, что перечислил до этого, все сварено. То есть собрал коробку основную. Соединение у меня получилось 255 от края. Здесь второй. Здесь то есть как бы ничего не отступал. Потом приварен труба профильная 20 на 20. Она у меня, по-моему, была тогда под 12 миллиметров, да? 120. Здесь на конце сделал небольшой радиус закругления, чтобы гладкая арматура легла
уровень. Потом ребра приварил. Ребро, да, по 140 миллиметров, оба по 45 градусов с каждой стороны срезал. Потом вот так, здесь, как видно, прихвачены ограничители, чтобы колесо сюда не заходило. Осталось 85 миллиметров. То есть одеваем колесо, 50 миллиметров у него ширина, и потом остаточный еще один ограничитель по 30 миллиметров. Все хватает. Так, ну вот он как нацеплен. Здесь одеть, просунуть штифт или что там. Я электрод собираюсь. Колесо крутится. Довольно тяжело получилось, сразу скажу. Так, здесь просто по центрам все обварено. На разном расстоянии выступает, 60 миллиметров, да, я говорил. Вставляется сюда почти до упора. Так, что еще? Ну, теперь сделать осталось саму выкидную часть. Для этого у меня приготовлено по 270 миллиметров, две штуки, пара. Тоже трубы 25 на 25. И 400 миллиметров. Две трубки. Получается, я на одной просверлил, вернее как, на обоих просверлил, сквозь, по центрам, получается, от обоих сторон по 12,5 миллиметров, чтобы мы могли переложить, просунуть там болт или пруток. Я пруток собираюсь провести сквозь, получается, по всей длине. И при провороте она, чтобы заклинивала ее. Дальше нет. То есть повернуть она дает на 90 градусов, а дальше не уходит. Так, потом готовил два ограничителя. Ну и пруток, я думаю, там по месту. То есть я хочу ее полностью соединить. Нарезать резьбу на одном, на втором будет просто ограничитель приварен. То есть можно было просунуть. Здесь закрутить. Вот эта вещь будет так прокручиваться. Она на самом деле вот так будет стоять. То есть она, потому что мы сейчас вверх ногами на нее смотрим. А сама, получается, телескопичка, наверное, будет, я думаю, с отверстиями. То есть я просверлю отверстие, на внешней приварю гайку, а на этом просто будет отверстие с одной стороны тоже так же. Он будет заходить. Я барашком или болтиком каким закручиваю, и все. То есть как бы он никуда не денется. То есть это будет в верхней точке и, наверное, в самой нижней точке, где-нибудь там, на этой трубке будет приварен. На трубке 20 на 20. Ну что, зритель, давайте подытожим. Получилась вот такая штуковина. Про телескопичку, как говорил, здесь у меня с одной стороны только отверстие получилось. Я на 9 миллиметров, на 9,5 вернее, сверлил отверстие. Так, потом у меня вот такие гаечки были, вернее, какие гайки, болты. Болты на 8. Она, по сути, выполняла роль. То есть это мебельная ножка, ну, то есть подпятник. Ее вот если поставить, мебель не портится. Так, это гайка 8. Гайка 8 приварная, то есть получается также отверстие на 9,5. Приложил по центрам, чтобы она не мешала потом там. Приварил. То есть я здесь произвольно взял 3 положения. Сейчас мы ставим на среднем положении. Можно еще чуть-чуть вытащить, и там будет она, ну, ручка длинная получится. Для хранения, думаю, положение верхнее подойдет. Так вот. Вроде все нормально. Ну, она, конечно, весит, блин. Вес у нее серьезно, не сравнится с теми из непонятного металла сваренные конструкции, продаваемые. Там Леруа Мерлен, там еще где-то. Это тяжелое, блин. Ну, поднять можно. Ну, хотя бы она вся разбирается. Тут ручка верхняя снимется. Вот это снимается, да. Как я говорил, вот здесь у меня длиннющий как болт, да, его назвать можно. То есть из 10-го прутка на другой стороне резьбу нарезал.
Гайка сейчас здесь закручена. Гайку можно с самоконтрящимся пластиком поставить. Так, здесь у меня пока просто электрод воткнул. То есть он как бы сверху загнут, поэтому он не так быстро выскочит. Но я пока еще не собираюсь его окончательно фиксировать, потому что надо покрасить. Красить, наверное, придется, скорее всего, типа порошковым, не порошковым, извините, баллончиком. Потому что нужен будет глянец, желательно, потому что пятна будут оставаться, вся грязь будет липнуть, если это будет матово. А глянцевым можно хотя бы протереть со временем. Вот такая штуковина. Поехали. Кому помог, если видео оказалось полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь. К тренажерам это не относится, но хотя бы что-то. Я думаю, вещь полезная будет в хозяйстве.